Что делать, если вы нашли фугас? Правильно, от этого места нужно уходить подальше. И доложить это командованию и соседним подразделениям. Потому что вот был найден данный фугас на месте там, где он вроде как даже не должен быть. Сзади уже готовятся новые позиции, люди об этом не в курсе. И подрыв данного фугаса даже своими силами может привести к последствиям, которые как бы нежелательны. Кто его ставил там, мы сейчас это не найдем. Ну, до нас дошла какая-то информация, вот. Но теперь нам надо снимать. Мы даже знаем, в принципе, вот об этом районе, то, что фугасы установлены без мин-ловушек. Но все равно мы не доверяем этой информации и работаем так, как будто они с ними установлены. Итак, мы вскрыли место. Зачем он? Замысел. Мы нашли линию управления. И вот по линии управления вывели сюда. Так как досмотр по пути линии управления затруднен из-за того, что земля уже схватилась, мы осуществили осмотр пути, так сказать, направления движения линии управления. И там нашли как раз вот такие, ну, слабо замаскированные, но до этого никто ездил, их не видел, заряды, уже немного их раскопали. Ну и что следующее? Первое, вам необходимо осмотреть местность вокруг, потому что они могут быть подстрахованы другими устройствами. Потом необходимо обеспечить себе удобное место. Конечно же, самый такой очень удобный и лучший инструмент — это использование секатора. И просто подходя, то есть можно вот такие ветки, вот такие даже, вот прям пожестче берется, ну не проблема, обрубать и делать себе удобное место. Мы подготовили место и начинаем досмотр. Для досмотра по фугасу нам помогут два инструмента. Это лопатка, ну можно по типу садовой, можно вот такую, и щуп. Самый обалденный реально щуп — это заточенная тонкая отвертка в районе 3 мм. Необходимо занять нам удобное положение. Если нет наколенников, можно кинуть себе поджопник. И приступаем к осмотру. Для начала необходимо изучить данную местность, чтобы понять примерные габариты устройства. И перед тем, как убрать тот или иной грунт, я обследую его. Почему там? Ну, может быть разное. То есть я не буду говорить какие, потому что если мы это скажем, они начнут их использовать. Опять же, можно там ловушки, но убирание грунта они тоже могут быть. И досмотрел их. И даже с помощью щупа я уже потихоньку начинаю осмотр. Также немаловажные рабочие перчатки. Кто говорит, что саперы работают без перчатков, те не работали. Потому что задач этих большое количество. И если вы будете работать голыми руками, вы их быстро очень найдете. Вот, нахожу провал. Так, тут ничего. Ну вот. Ага. То есть я пробил вот на этой точке. Он у меня уперся. Я сместился. Он прошел. И уперся у меня вот настолько. Я зафиксировал пальцем. Я сместил. И пытаюсь. Тут не нашел. Изменяю угол наклона. Ага, нашел. Ну, понимаю, вот на такой глубине, возможно, там что-то еще лежит. Аккуратненько начинаю убирать. Зацепившись за какой-то край, начинаем вскрытие. Ага, первый раз я утыкался, это был корень. Угу. Уже туда рука пролезет. Там еще что-то стоит.
Ну, поняли, что все-то что-то стоит, там есть провалы. Начинаем убирать аккуратненько. Мины-ловушки могут быть установлены не только разгрузочного действия, но и периодически использовать мины-ловушки натяжного действия, подстраховывая тем самым. О, там было глубоко, а здесь нет. Опа! Смотрите, щупом прямо. И провалы идут. Аккуратненько. Досматриваю. О, ну все. Внимание, на, посмотри здесь. Видите? Синенькие проводочки. Вот такие используются в электродетонаторах. И значит, понимаю, узел инициации находится здесь. Узел инициации. Что нам и надо. Аккуратненько освобождаю. Даже если нашли электродетонатор, мы не спешим его выдергивать, потому что может быть разное. Ну, хотя тут тротил, относительно может быть безопасно. Я просто вот так попробую. Он немножко выходит из гнезда не до конца. Я его попробую сейчас ставить. Не идет. Сейчас. Да, досматриваю. Дальше. Что-то может быть, конечно, с детонатором, но сейчас нам необходимо досмотреть линию управления. Нам уже есть за что зацепиться. Есть за что зацепиться. Аккуратно убираем местность. Все, значит, где-то прямо тут рядом. Угу. Да. Ну вот, мы по направлению прошли. То есть вот этот узел, мы его нашли. Но теперь я убедился, что данный узел был подключен непосредственно к электродетонатору, не к его линии. Данный узел подключен к самому электродетонатору, потому что тут могло быть разветвление, может быть устройство извлечения, разведывать сигнализационная аппаратура. Но нет, все, он идет к электродетонатору. И теперь, найдя эти узлы, мы можем их аккуратненько по одному. Убедились, это одножильные провода. И раз, два. Электродетонатор обесточен. И теперь линия управления на нем нет. И смотрю, вот я всегда смотрю, насколько, видите, я начинаю его пошатывать, и он ходит там легко. И начинаю чуть-чуть, видите, никакого усилия он не испытывает. Значит, у него там никаких различных систем нет, он выходит легко. Электродетонатор вышел. Основную ключевую опасность мы сняли. Обезвредили, отложили в сторону.
И теперь следующее из опасностей остается это наличие мин-ловушек. Ну, конкретно здесь за фугасы. Это мы осматриваем фугас по периметру, потому что зацепы могут быть за само него в районе детонатора, потому что там есть резьба. Может быть, детонатор выкручен, что-то накручено, и он опять закручен. И там датчик цели идет ниже. Ну, то есть различные такие методы. И вот теперь мне необходимо досмотреть вот данные участки. Тут уже узел детонации нашли. Работаем поспокойней. Вообще можно было просто его копануть, провода дернуть и пойти. Вообще не проблема, и так делают многие, да. Но я предпочитаю перестраховываться. Сейчас я хочу досмотреть носовую часть вот данного снаряда. Да, смотрите, что тут есть. ТМ-очка перевернутая. И здесь еще одна ТМ-очка. Вот. По ТМ-ками может что-то быть? Естественно, может быть, да? Но мы сначала почему уделяем внимание снарядам? Ну, потому что они идут здесь первые. Так, ну все. Посмотри. Там. И здесь по центру привязок нет. Вы можете сказать много, да, ловушек может быть достаточно много. Мы осмотрели два основных узла. Ну все, обезвредили детонатор с промежуточным зарядом, или боевиком еще его можно так в принципе обозвать, потому что он все это заводит. Ну, установлено прям не совсем профессионально, но все же, потому что заряд находится здесь в конце. Там ТМ-ка рассчитывается на что, как бы непонятно. Вот. Теперь подвязываем и сдергиваем данные детонаторы. То есть раз ТМ, два ТМ-ка. Вот. Сдернули артснаряды, потом сдергиваем таким же образом с помощью кошек ТМ-ки. Ну, видите, по мощности фугас такой вполне себе неплохой. А их тут установлена сеть. И хоть по предварительной информации мы знаем, что они установлены без мин-ловушек, но будем все равно изъебываться над каждым по такому алгоритму досмотра. Но вы можете этого не делать. Это все на выбор сапера. Берегите себя, друзья.